Manuscript. Итак, манускрипт, оно же рукопись, да? From the Latin word manuscript, or handwritten. От латинского, да, манус, рука, и скрипт, писать, то есть рукопись, написанная от руки. So it's in biblical studies, it usually refers to an ancient copy of a portion of the Bible. Да, документ написан от руки, при изучении Библии обычно имеется в виду древняя копия отрывка из Библии. Now we've already said that there are 60 copies, 60 manuscripts that have the whole New Testament. Мы уже сказали, у нас есть 60 манускриптов, рукописей, содержащих полный Новый Завет. Okay. Text type. Типы текстов, Also called text family. также называемые семейства текстов. A pattern of similar readings. Это образцы похожих текстов или похожих прочтений. We also say the hypothetical text stands behind manuscripts that are similar. Или некий гипотетический текст, который стоит за похожим рукописью. Okay. Now it is true that some scholars say there is no such thing as text type or text family, but almost all scholars do agree that it's legitimate to use that. Ну, на самом деле, конечно, есть ученые, которые говорят, что вообще не существует такой вещи, как текстуальные семьи, но большинство ученых все-таки сходятся с тем, что да, различные типы текстов — это реальность. Alexandrian text. Question from Nadia, I'm sorry. Я не понимаю, что такое гипотетический текст, который стоит за похожим. So what is a hypothetical text that stands behind the similar manuscripts? So, Well, if you have a lot of manuscripts that are very similar, если у вас есть много рукописей, которые в чем-то похожи, there is some text that we don't have that was all those basically came from. That's called this text. то есть некий текст, от которого, как мы предполагаем, все вот эти похожие тексты произошли. They're all witnesses to that text. То есть они все как бы указывают на некий, вот это он гипотетически, у нас нет его на руках, но они все указывают на некого общего предка. Okay, Alexandrian text Александрийский текст. is the text or text type of the Greek New Testament is based on some of the oldest manuscripts. Это текст или тип текстов греческого Нового Завета, который основывался на некоторых из самых древних рукописях. Also called a critical text. Также его называют решающий текст. By the way, it's the text of the UBS and the Nessa Island text. Это также, ну, по сути, это тот же текст, что вот Объединенное Библейское общество или текст Несса Айленда. Это все вот Александрийский. Similar to the Westcott and Hort text. Подобный текстам Весткотта Хорта. And is the basis of most modern translations. И он стал основой большинства современных переводов. Byzantine text. Византийский текст. Traditional text or majority text. Это традиционный, так называемый, или текст большинства. It's the text or text type of the Greek New Testament that was common in the East or the text of the Greek Orthodox Church. Это текст греческого Нового Завета, который был распространен на Востоке, или, ну, как мы говорим, в греческой православной церкви. Okay? Now a lot of these Byzantine texts go back earlier than they exist before the Orthodox Church existed. И, конечно же, многие из этих текстов, они существовали еще до того, как появилась, ну, известная нам ныне православная церковь, греческая православная But when they multiplied, when their scribes multiplied through the centuries manuscripts, they were all the Byzantine text type. Но когда переписчики, они вот на протяжении столетий, они умножали эти тексты, они снова и снова их копировали, то это все вот эти тексты византийское семейство. 90% of all known Greek manuscripts are this text type. Практически 90% известных всех греческих рукописей принадлежат к этому типу текста. Some scholars say 80, some 85, some 95. My count is about 90. 80, 85, кто говорит 90, по моей оценке около 90% текстов, рукописей существующих, это как раз таки тексты. One of the problems is that some manuscripts are too small, too short to classify. Проблема в том, что некоторые рукописи слишком короткие, чтобы их как-то классифицировать. Okay, let's see. Traditional text. Далее, традиционный текст. It's the Byzantine text or text based on the majority of manuscripts. Это либо как византийский текст, либо текст, основанный на большинстве греческих манускриптов. It's similar to the Textus Receptus, but is more broad. Но он похож на Textus Receptus, но является более пространным. Что это? So what does it mean broad? It means it's not. Textus Receptus is based on just a few manuscripts where the traditional text. Более всеохватывающим, зачеркните пространным, всеохватывающим. Textus Receptus основан только там на 7-8 рукописях. But it would be close to the traditional text. It'd be close to the TR. Но, тем не менее, традиционный текст или текст большинства, он близок к Textus Receptus. Could you
Next one is the majority text. Следующий термин – текст большинства. Vast majority of Greek New Testament manuscripts. Большинство новозаветных греческих рукописей. Also called Byzantine text type, or traditional text. Также его называют византийский текст, византийская семья текстов или традиционный текст. So for this class, if you say Byzantine text, majority text, traditional text, it's the same thing. И на данном курсе, если вы говорите византийский текст или традиционный текст или текст большинства, вы подразумеваете одно и то же. That's the. Get that one out of the top there. This is the Greek New Testament according to the majority text. Вот это греческий Новый Завет согласно тексту большинства. And this one was first done in 1980. Его впервые выпустили в 1980 году. And let's see, this is a revised one. Second edition, 85. Это второе издание, 1985 год. Okay. Yeah, this is done by Hodges and Farstad. Да, его сделали Ходжес и Фарстад. Unfortunately, both of those guys have passed on now. Да, к сожалению, оба человека, которые его издали, уже отошли в вечность. I never knew either one, but I have sent letters or emails back and forth. Я никогда не встречался с одним из них лично, но мы переписывались. Okay. Это большинство. Да, это текст By the way, большинства. this is the first time in the history of the world when this was printed was that you could get a New Testament based on the vast majority of New Testament of the manuscript. И это, кстати, вот первый раз в истории человечества, когда мы имеем греческий текст, Новый Завет, основанный именно на большинстве существующих рукописей. Можно так сказать, что текст большинства, он в себе объединяет византийский и традиционный? Он не объединяет, это синонимы. Это синонимы, это синонимические термины. То есть это ни одно не является частью другого. Это одно и то же. Это одно и то же, это синоним. The reason this one is so valuable is because this Greek New Testament is because they have two sets of notes at the bottom of the page. Причина, по которой этот текст особо ценен, это то, что у них два целых набора сносок внизу. And you can immediately see anytime, you can immediately see what the Byzantine text is, what the Alexandrian text is, and what the TR is. И вы можете сразу же увидеть, ага, вот что говорит византийский, вот что говорит Александрийский, вот что говорит Textus Receptus. The first one, every time the majority text differs from the Textus Receptus. Это The first. Да, первая сноска показывает, где текст большинства отличается от Textus Receptus. Это majority большинства. Majority это, да, это... So the Textus Receptus is really a sub-element of the majority. Вот Textus Receptus, вот это как раз таки, это подвид, да, это подвид текста большинства. Okay, so let's keep Тексты going. большинства включают в себя Textus Receptus. Now, majority text in italics would be the published edition. That's the next one. Да, текст большинства ну, как бы курсивом набранный, когда мы используем, это печатное издание. Actually, I said 1980. It's 1982. I'm sorry. Majority text in italics is Yeah. Textus Receptus, or The majority text in italics in the notes, in their notes. Those are the printed version. Yes. That's what you keep in your hand, yes? Yes. Да, то есть текст большинства, когда мы курсивом в конспекте, имеется в виду напечатанное издание. Yes. Yes, in italics. When italics, it means it's the published edition. Да. The first one just Когда means мы it's говорим just о тексте большинства курсивом, то имеется в виду печатное издание. I did make a mistake. It's actually 1982 was the first edition, not 1980. Ну и да, не ошибитесь, в 1982 году было первое издание, не 80. Okay. Еще раз цифру. 1982. Now, if you think about it, it's kind of interesting that no translation on earth was ever based on the majority of manuscripts until 1982. Да, и интересно подумать о том, что ни один перевод на Земле не основывался на тексте большинства рукописей до 1982 года. Even since then, there's only been a few. И даже с тех пор, как этот уже текст вышел, только несколько переводов взяли его за основу. In fact, I was even asked to be on the translation committee for one of them. Меня даже попросили быть в комитете переводчиков для одного из таких переводов. Unfortunately, the job I had then wouldn't let me do it, but I did secretly give them my opinion. Да, ну и, к сожалению, та работа, которой я занимался в то время, не позволяла мне войти в этот комитет, но я время от времени обменивался письмами с этими переводчиками. Okay, Высказывал свое мнение по ним. Textus Receptus. А вот у нас есть Bible, да, программа?
Там какой стоит? Какая Bible? Какая Bible? Ну, My Bible. My Bible, там куча Телефон. переводов. Там нет, Всё, я что имею в виду хочешь. греческий подстрочный, да? So, Там надо смотреть, надо какой, да? смотреть, да. надо смотреть. Так там то же самое, там же пишет, там даже рукописи тебе указаны, в которых это альфа, бета, то Да же просто телефон. So he asks about the software that became widespread today, my Bible, and he asks what is the Greek text that is used there. So, Okay, I'm not sure. он не знает ответа. А нету. Ну, надо посмотреть. One thing you can guarantee, just because it's online doesn't mean it's good. Что я могу вам гарантировать, тот факт, что что-то опубликовано в интернете, это еще не значит, что это хорошее. Жанна, какой вопрос? A lot of it is good, but 99% Я is покажу. not. Да, то есть много хорошего, но 99% не настолько достоверно. I mean, the Jehovah's Witnesses and the Catholics are absolute professionals at online stuff now. Да, и свидетели Иеговы и католики стали сейчас как бы суперпрофессионалами в онлайн-промоушене своих текстов. Textus Receptus. Текстус рецептус. A printed Greek New Testament that is like the text popularized by Erasmus in the 1500s. Это печатный греческий Новый Завет, подобный тексту, популяризированному Эразмом Роттердамским. It's the basis of the King James and New King James. И этот текст стал основой Библии Короля Якова, Новых Заветов Короля Якова и Новой Библии Короля Якова. By the way, in English there's five translations that are the best-selling translations. И на английском языке есть вообще 5 самых хорошо продаваемых New Testament, переводов Нового Завета. The King James and New King James are still among the top 5. They're not the highest, but they're among the top. Библия Короля Якова и Новая Библия Короля Якова пока еще все еще в пятерке. Они не самые, может, наивысшие, но всегда в пятерке. The other ones are NIV, И другие 3 это NIV, новая международная версия. Holman, Holman, the Holman Christian Standard Bible. Библия христианского центра Холмана. So you said it is one of the best. Yeah, Да, с точки зрения преподавателя она наилучшая. let's keep going. Holman. And Yeah. what's another one? NIV. Another one is not as high, but still high, is ESV. И еще одна, ну, может не самая высокая, но все еще топовая, это English ESV. Standard Version. Да, английская стандартная версия. А можно немножко как бы история короля Якова? Может, это король переводил, а тут сейчас новый. Ага. Я думала, что это король переводил. So, Новый король. could you share more about the story of King James Bible? Because some of them were thinking that this is a king actually translated it by himself. No, he actually was, King James was a scholar in Hebrew, and he could have translated something, but he translated nothing in the Тебе Bible. написали. Да, ну, как король Иаков, он был королем в Англии, Да. он интересовался Библией, но, конечно, он не переводил ничего сам. А сейчас тут новый, это меня вообще смутило. Почему он Okay, just, короля Якова? Я спрашивал за Холман. А как Холман пишется? Вот это Я не И знаю. СВ это Холман, да? Нет, ЕСВ это ЕСВ. Нет, ЕСВ это ЕСВ, Мася, непонятно. let's pretend like, just pretend, Давайте представим себе, this is the majority text. что вот все вот эти ответвления это текст большинства. Okay. Ага. If it was, И, then this right here и вот если это так, то вот здесь вот would be the Textus Receptus. это текстус рецептус. Okay. And so the Textus Receptus is a very small sub-element of this. И то есть текстус рецептус это всего лишь маленький подраздел, Because маленький элемент всего вот This этих 5,000 текстов большинства. this is 5,000 То manuscripts. есть вот в этом массиве 5000 рукописей. When the Textus Receptus was first made, it was based on only 6. А текстус рецептус, когда его в первый раз делали, основывался на 6, например. Later it was 30, 40, but still it's almost nothing Ну, compared to позже 5,000. это было там, может, 30-40, но это ничто, капля And боли they по сравнению changed с almost 5000. nothing within they had seen with more manuscript changed very, very, very little. Религиозная революция. They changed like in newer editions of Textus Yeah, Receptus. but it didn't change much. Да, и они не сильно менялись, вот эти Textus Receptus не
сильно менялись. The only reason the Textus Receptus is important Единственная причина, по которой Textus Receptus важен для нас, is because so many translations were made from that. это потому, что так много переводов было сделано на его Almost every основе. translation in the world from 1500, 1600, and 1700. Почти каждый перевод в мире, сделанный в мире, начиная с 15, 16, 17 But столетия. the Textus Receptus is not a manuscript, it's a printed edition. Но Textus Receptus это не рукопись, это печатное издание. That means it has Печатное- no textual value. Only manuscripts are considered for the original text. Да, греческий. То есть это не оригинальный текст, он не имеет ценности, да, как оригинальный текст. Только рукописи имеют So we say ценность. here that it's based on a sub-element of the majority text. Поэтому мы здесь указали, да, что Textus Receptus это как бы подвид, да, текста большинства. Okay? The Textus Receptus is sometimes based on only a few branch manuscripts, occasionally none, whereas the majority text is always based on many. Иногда Textus Receptus основывается только на нескольких греческих рукописях, бывает, что и не на одной, в то время как тексты большинства всегда основываются на многих манускриптах. In fact, if you look at Acts chapter, if I can find this verse, I don't So know. that's what you said, like from, ну как вчера говорили про это. Yeah, Revelation 22:19, that book of life, tree of life. Да, вот то, что мы вчера упоминали, да, книга жизни и древо жизни в конце Откровения, да, там вообще, ну, у Эразма не было рукописи с этим местом. Okay. Выгода. If you look in Acts chapter 9, Смотрите, Деяния 9 главу, where Paul gives his conversion, когда описывается обращение Павла. and about, let me see, I'm trying to find, Обращение Савла. Ну, Савла. let me see, Acts 9. Ага. I'd have to look, actually I don't know if I have enough time to look through all this today. There's one passage in here. Do you have an English Bible there, Justin? Let me see that English one right over there real quick. Should be one that popped up. NIV. Yeah. Actually, the NIV is probably not the one to use because it won't have it. Let me see. So you would not recommend NIV? Well, NIV won't have this passage, this piece of the verse I'm looking for. Да, ну, кстати, в NIV, вот тот стих, который я ищу, там, наверное, не Какой? In Acts 9, and he says, and he is persecuting. Yeah. This doesn't actually, it would take a while to find it, but I don't have time to look through all these little things to find it. Here's what happened in Acts 9. Вот что происходит в Деянии 9 главе. When Erasmus put out his Greek New Testament, Когда Эразм Роттердамский собирал свой греческий Новый when he Завет, came to Acts 9, the conversion of Paul, когда он дошел до 9 главы Деяний, обращение Павла, he added one whole long, about a sentence. он добавил достаточно длинную фразу, почти целое предложение. It's found in no manuscript in the world. И вы ни в одной рукописи мира это место не обнаружите. But it is genuine scripture because it's in the conversion of Paul when he gives it later in Acts 21. Но это на самом деле часть Писания, поскольку он процитировал в этом месте свидетельство Павла о своем обращении, которое Павел там приводит позже, там, в более поздних частях книги. So he took one of the Paul testimonies and took the phrase from there to 9. Yeah, he added it also to Acts Да, 9. то есть он вставил как бы из более позднего свидетельства Павла, доказанного в рукописи, в 9 главу He Деяний. admitted that he did it. И он признал, что он это сделал. So that passage has no manuscript evidence at all in Acts 9, but it is clearly in every manuscript in Acts, later on in Acts Да, 21. то есть в Деяниях 9 главе ни в одной рукописи не встречается это место, но оно явно есть в более поздних местах. А какой Acts конкретный? 22, I think. 22 and 26. Э, Chapter 22, not 22 and Да, also из chapter 20. Деяний 22-26 главы вот там есть. 26-14. Okay, let's keep going. Двигаемся Ну, дальше. а в этой главе? Девятый Кто? какой? Is it 9:5 or 5:6? I don't know, I cannot read it without У нас English просто Bible. українське, воно стало на такі дужки. We have English Bible. So, in Ukraine какой? 9:5-6?
Если эту фразу, трудно тебе идти против вражды. So this kicking against the pricks, so this phrase, I whatever. don't know. Do you have a Bible that has it now? 26 stих. I doubt it's here. Половина I doubt пятого и if I can половина find it in шестого. there. So it looks like half of verse 5 and half of verse 6. Okay, let me just check and see. Давайте быстренько посмотрим. Acts 9:6. Okay, it says, Говорят, так что. Нет, сказал. what is it you should do, what you should do. Это Oh, yeah. сказал. Кто ты, Господи? Сказал. Now this actually doesn't tell It is enough. hard for the to give It doesn't give against enough the truth. details here to tell in this. I cannot do it without having more information here. Не, ну я не могу It's very сказать, clear what happened, but я не могу точно сказать, у меня I'm нет not going to guess at it. сейчас информации, я не хочу делать догадки, но там совершенно ясно, что на самом деле произошло. Вот внизу английская версия с этим. Да, вот я вообще. So it's hard for you to kick against the pricks. They say that this was added, but okay. So what does it say? Я не вижу, я не могу сейчас так быстро по телефону. You can look in almost any good commentary and it'll explain Ну, it. почти любой хороший комментарий вам укажет. But the problem is that came in the text of receptor, so almost all translations, including your synodal, I'm sure would have the whole thing in it. Но поскольку эта фраза проникла в текстус рецептус, то уже все более поздние переводы, включая синодальные, они как бы это Unfortunately, дело someone подхватили. stole my Bible with the information in there, so we don't know where it is. И кто-то украл, к сожалению, мою Библию, где была информация об этом, поэтому я не знаю, где. Она дома, я так It's at home, I think. We looked everywhere for it. Мы искали там везде. Там лежал пакет с книгами. There was a package with books there. Package with books. Package. Those are books I stole from their library. Oh yeah, we'll check. Это те книги, которые украл из этой библиотеки. Хорошо, я проверю. Okay. Интересно. Нет, там правда Latin Vulgate. лежал, я думаю. Латинская вульгата. Latin Vulgate. It's a common Latin translation of the Bible completed by Jerome and others about AD 400. Так, это полный, общепринятый латинский перевод Библии, который был выполнен Иеронимом в 400 году нашей эры. Main Bible of the West for 1000 years. Основная till Библия about на Западе 1500. в течение 1000 лет. And Masoretic text. И мазоретский текст. The commonly accepted Hebrew text of the Old Testament. Всеобщий принятый еврейский текст Ветхого Завета. Established by the Masoretic scribes AD 500 to 1000. Был установлен масоретскими книжниками в 500 и 1000-х годах нашей эры. By the way, even right now, this very time, starting about 3 years ago and very hot debated right now, a lot of research is being done. И даже сейчас очень такая животрепещущая тема, которая буквально 3 года назад поднялась. Especially in Genesis 5 and 11, the genealogy. Вот особенно вот дискуссия касается вот особенно вот родословия в 5 и 11 главах книги Бытие. Whether it's best in the Masoretic text Hebrew or the Greek LXX. Какой текст более адекватный, да, Септуагинта или Мазорецкий в этих главах? There's about 1,300 years more years in the Bible in the LXX genealogies. So 300 years more? 1,300 years more in the Septuagint than there is in the Hebrew Like text. the period covered. Yeah. То есть период, который покрывают родословие в Септуагинте, на 1300 лет больше, чем период в The date Масоретском of тексте. creation, everything would go back 1,300 years if you use the Septuagint. То есть если вы используете Септуагинту, то все становится раньше на 1300 лет, включая сотворение. I read 2 articles in defense of the Septuagint И я читал 2 about a статьи month or 2 ago. в защиту Септуагинты About a month or 2. где-то 2 месяца назад. And they were so good И такие that хорошие статьи, I said, wow, this is probably the correct что view. я сказал, так здорово, наверное, это правильно. Rarely do I take the Septuagint over the Masoretic text. Я вообще очень редко предпочитаю Септуагинту It's Масоретскому тексту. probably about 50 times in the Old Testament where it legitimately the Masoretic text is not correct. Но где-то есть 50 раз во всем Ветхом Завете, когда масоретский текст не совсем достоверен. But just the last 2 days, Но I буквально got последний... another article
2 дня on creation.com, я прочитал еще одну статью на сайте and they're criticizing creation.com. one of these other articles, and they think that the Masoretic text is still best. И они And там this- критикуют одну из этих 2 статей в защиту Септуагинты, и они говорят, нет, масоретский текст самый лучший. Now, everyone agrees the Masoretic text is far superior to the Septuagint. И, But we're конечно, talking only the genealogies and the... Все согласятся, что масоретский текст превосходит Септуагинту во многих отношениях, и мы говорим сейчас не о этих 2 текстах в целом, а только вот о том, как о 2 главах, да, Бытие 5 и Бытие 11, и о родословиях там. The interesting thing about this Интересно вот об этом, на эту is тему, that good scholars on both sides, что хорошие ученые на обеих сторонах вот этой дискуссии, they all hold to young earth creation. они и те, и другие, они придерживаются гипотезы о молодой земле. So, at the absolute most, all of them would say the earth is less than 10,000 years То есть old. все они говорят, что Земле меньше, чем 10 тысяч лет. So it's not a gigantic difference, but it would be very interesting to see who wins out in the end. Да, поэтому там у них разница только в 1300 лет друг между другом. И будет очень интересно увидеть, кто же в этой битве победит. In the genealogy, I honestly think the Septuagint is going to win this argument. Да, и говоря о родословиях, я честно думаю, что Септуагинта выиграет в этой битве. But it's one of those things that you have to do enough work to, like at least a master's thesis just on this to get enough information that these people have already done research for. So it's not like you can just pick it up and read it and know everything. It takes a lot of work. It's very complicated. Да, и там вообще, я просто сразу говорю, если вы хотите там это читать, там очень много труда вложено в эти статьи, вам придется много труда вложить, чтобы понять, что они имели в виду и почему они пришли к этим выводам. Жанна, вопрос. Латинская вульгата, перевод с Септуагинты или с чего? Вы имеете в виду Ветхий Завет, с чего они переводили, да? Латинская вульгата с чего перевод? So what was the source for Vulgata? Like what the text Jerome used as a source for both? That is actually a very good question. Это хороший вопрос. Очень хороший. People have thought, a lot of people thought for many years that it would follow the Alexandrian text. Многие люди в течение долгого времени считали, что Иероним следовал Александрийским текстам при But it переводе actually Нового follows Завета. more, it's actually more in line with the majority text. Но Вульгата все-таки больше сходится с текстом большинства в части Нового That's Завета. according to Allen himself. The Allens were the leading researchers in this stuff. And Алес. yeah, Allen. Да. Allen and Allen, the two main heads of the Нестор Аллен. Allen text. Да, то есть Аллен, который там Нестор Аллен текст, второй в этой парочке, то есть он считал, это была его точка зрения, и он сделал большое исследование на тему, откуда Иероним взял свои тексты, и он все-таки считает, что это текст большинства. Okay. So what about Old Testament? Did he use Septuagint or what was his source? It was based on the Hebrew text, actually. Он основался на еврейском тексте. No, it wasn't translated from Greek. Он не переводил его с греческого. So the Latin Vulgate was the first translation known in the world, as far as I know, that did a good job of translating the Hebrew Old Testament and the Greek New Testament. И латинская вульгата был первым известным мне переводом, который действительно хорошо передал написанное в греческом, греческой рукописи и еврейской рукописи. То есть хороший перевод, сделанный с оригинальных языков. Are there any questions on anything on page 48? Есть ли какие-то вопросы по содержанию 48 страницы? Okay. По определению. Now, in this document here, I do have a chart I want to. We have the. I want to show them about. Textus Receptus. So it's not clear for some of them where did Textus Receptus came from. Okay, here's what happened. Вот что получилось. We said that Ximenes printed a Greek New Testament in 1514. Мы говорили, что Зименей в 1514 напечатал свой греческий And Erasmus printed his in 1516. А Эразм Роттердамский свой в 1516. And then after that was the Elzevir brothers, Elzevir, uncle and nephew. После этого там братья Елизаверы, дядя и племянник. Elzevir or something like Имеешь в that. виду, откуда And they came out in 15
No, 1621. И их текст We're skipping stuff, you understand it. 1621. Like there, in between here was И мы also пропускаем много промежуточных стадий изданий, да, потому что было Стефанос, Безы. so there's 5 main publishers. То есть было The 5 Elvers were основных the 5th. изданий. Да. Okay. Элвers был 6-й. They came out, and their second edition И came out in второе издание 1633. было в 1633. Altogether, they had 5 editions. И всего было 5 изданий. In 1633, they had an advertisement in the front. И в 1633 году у них была, ну, как бы на обложке издания была такая маленькая рекламка. It's like when you buy soap. Как, You can buy Ivory soap in America that says 99 and 44 100% pure. То есть вы покупаете, например, соп, Soap, yeah, mало. да, то есть вы покупаете мыло, да, и у вас там написано там 99% чистые материалы, там, ну или продукты без ГМО. It's reclame. Реклама. I was shocked. I went into this 100% women's store, kind of like a Yeva or something like that. Yeva. Ага, да, я был It в wasn't Yeva, but it's the same thing. Big one. Космо, там, в Еве, ну таком большом женском магазине всякой косметики. And it was like, phew, rolls and rolls of perfume and cosmetic and everything you can imagine. Целые полки косметики, духов, все только, чего можно представить. I think it was a women's store. Я так понял, что это для женщин. And I was just waiting on Nancy. She was shopping. I was just looking at everything. Я ждал там, пока Нэнси закупалась. Almost every product says Antiperspirant? No, what's that fat called? Not solid. Cellulite. Anti-cellulite. Да, я был шокирован, почти на каждом продукте было написано, что это антицеллюлитное. I know that 99% of those are not anti-cellular, but they say they're anti-cellular. Знал, что 99% этих продуктов вообще никак не связаны с целлюлитом, да, но там все равно написано I think антицеллюлит. cellulite is like sallow. I think something like sallow. Да. It's something. Да, ну целлюлит это типа как сало, да, то есть там какой-то жир, да. It's only reclame. Don't waste your money on it. Да, это просто реклама, не тратьте на это зря свои деньги. Okay. So what happened in front of this 1633 Bible? There was an ad in the front. То есть, что получается, в 1633 году вот эта фраза «Textus Receptus» была добавлена на обложку. The ad was in Latin. It says, "You now have the text received by all, То есть теперь это буквально означает, что теперь у вас текст полученный in всеми, which we give nothing altered or corrupt." в котором ничто не повреждено и не испорчено. The Latin was textum receptum, but the nominative case is textus Да, то receptus. есть в латине да, текстум рецептум, но если в минутном падеже, то текстус рецептус. Okay? Like Textus receptus. 100% natural, like, Yes. как 100% натуральный сок, да? It was only an advertisement, but Была просто that реклама. name stuck onto that, and that's what it was called from then Но вот on. это имя прилипло к этому роду текстов, и вот так оно и появилось. Рецептус, что это значит? Receive, да, английское, полученный, то есть текст полученный всеми, After да? that, there was the Erasmus and the Stephanus and the Beza and the Elizabeth. There was altogether there was maybe 20 editions in all these together. Да, и вот где-то было 20 редакций вот всех этих разных изданий, там, Беза, Стефанос, Эразма и так There was далее. maybe everyone were different, but they were all basically the same. Все чуть-чуть отличались, но по сути были одинаковые. Today, all of that is Textus Receptus. И теперь все вот тексты этой группы называют Textus Receptus. Her question was more about the manuscript basis for those texts. So not about the It was just 5 or 6 that Erasmus was able to find. Теперь это основание для Textus изначально, да, Textus Receptus. Было 5-6 рукописей, которые Эразм смог найти. It turned out that they were all a sub-element of the majority text. И так получилось, что все они были под видом текста большинства. So what happens Одной then, из ветвей текста большинства. if you want to kind of get a picture of it, you can do it like this. Если вы хотите это изобразить, то вот так примерно это можно изобразить. Let's say the majority text Вот давайте себе представим тексты большинства. and the critical, well, let's see, the Alexandrian text. И Александрийский текст. Ну и еще надо критически, да, решающий. This differs from the text that is Receptus 1850 times. То есть здесь отличие от текста Рецептуса 1850 раз в текстах большинства. This differs more than 5,000 times. Здесь отличие от текста Рецептус 5000. 5,000, 5,500. So,
So you can see that this one is closer to the majority text, but is not the majority text. То есть можно сказать, что текстус рецептус ближе к тексту большинства, но это не текст большинства. When it was first made, it was the majority text because the majority text hadn't been discovered. Когда этот текстус рецептус был сделан, он был текстом большинства, ну, потому что все, ну, то есть большинство им пользовались, ничего лучшего обнаружено не было. In the next 400 years, И следующие 5,000 more manuscripts were discovered. 400 лет мы обнаружили еще 5000 новых рукописей. Believe it or not, they're still being discovered. И верите, нет, но до сих пор мы обнаруживаем новые рукописи. Okay, let me just check real quick on one thing. Давайте я быстренько одну вещь проверю. Printed history Bible. Greek manuscripts and Так, есть ли translations. пока какие-то вопросы? Пока. 85. Отличие от чего? Текст. Я быстро слишком говорю, народ, или как? Ну, да. Что завтра будет на тестах вот эти? А. Просто эта тема для меня это... Да, у меня возник вопрос. Библиология это... Текст рецептус будет. Yes. Okay, here I have, in this book I have a chart of all ancient Old Testament translations from the very first down to the year 884. Ага. And it also tells if they came from Hebrew or the Septuagint. So like it's Old Testament. Да, здесь у преподавателя здесь есть список всех древних переводов Ветхого Завета, и там указано, с какого материала переводились, с Септуагинта или с The иврита. very first one was the Septuagint, which came from Hebrew. И первый перевод, это, конечно же, сама Септуагинта, которая сделана с иврита. Then the Old Latin, that came from the Septuagint. Древний латинский перевод, который уже с Септуагинты, это 180 год нашей эры. Syriac Peshetim, which we don't have the whole thing, just cut this. Потом сирийский перевод, Пешета с иврита сделаны. Some Targums that are just pieces of the Old Testament from Hebrew. I'm sorry, it's stupid for that. Okay, so what I'm saying is this, is that all the main translations of the Old Testament, the Coptic, the Gothic, the Ethiopic, the Armenian, the Georgian, Syriac, Arabic, all came from the Septuagint except for the Latin Vulgate. Да, что преподаватель хочет сказать? Все основные древние переводы Ветхого Завета, отвечая на ваш вопрос, за исключением латинской вульгаты, были сделаны с Септуагинты, включая славянский перевод. So the Armenian translation was 420 AD. То есть армянский перевод в 420 году был сделан. Just after the Latin Vulgate. Буквально 20 лет спустя после Now, вульгаты. the Vulgate came from Hebrew, Но not вульгата from была сделана с иврита. Все переводы повторить. Все древние переводы, большинство, не все, большинство древних переводов Ветхого Завета делались на основании Септуагинты. Большинство древних переводов Ветхого Завета делались на основании Септуагинты. Спасибо. Okay, so think of it like Сколько? this. Вульгата на основании еврейского текста, иврита. Okay, this is when you have a translation from one language to another, Hebrew to Septuagint, it's a primary translation. Primary means the first translation. In other words, it means directly from one language to another. То есть, когда мы, например, делаем перевод с иврита на греческий, да, как Септуагинта, это первый перевод, да, как первый отжим, да, семечек. То есть это прямой перевод с одного языка на второй. But when you have the Septuagint translated to Armenian and other Но translations, когда мы видим, как Септуагинта уже переводится на армянский и другие языки, it's called a secondary translation. это уже вторичный перевод, да, In второй other words, отжим. it's a translation of a То translation, есть это перевод перевода, which means you definitely lose a lot of quality. что означает, что вы однозначно теряете в качестве. There are even actually a few ancient translations that are tertiary, you know, with the translation of a translation of a translation. И есть даже некоторые древние переводы, которые уже третий отжим, то есть это перевод перевода перевода. Now, the Hebrew also was translated directly into the Vulgate.
С иврита также перевели напрямую в вульгату. And John Wycliffe translated the first English Bible in 1300s from the Vulgate, so it was a translation of a translation. И Джон Уиклиф первую английскую Библию перевел с вульгата, то есть это тоже был второй отжим, да? Это был перевод перевода. By the way, listen to this. И послушайте. It wasn't until the 1900s. Вообще до 20 века, до 1900-х годов. Not even 120, 30 years ago. I mean, about that long. Да. That the Roman Catholic Church made a translation anywhere in the world except from the Vulgate. They always used the Vulgate until about 120, 30 years ago. Да, то есть буквально до 1970-х годов, то есть, только 30 лет назад католическая церковь перестала использовать вульгату как основной источник для переводов на другие языки. То есть все это время они делали там свои с вульгаты. Это значит, что у них никогда не было достоверной Библии. Я хотів спитати, в вульгаті ж апокрифи були, і як робили переклад на англійський, там це вони теж є апокрифи. So we've heard that Vulgata contains some apocryphal books. So when they were doing some translations in other languages, did they also like put apocryphal books on those editions? That's actually a good question. Хороший вопрос, кстати. And I assume that they had to translate it from Greek, because some of them were written in Greek. И я так предполагаю, что some were written in Hebrew, some were written in Greek. Что some of the apocryphal books. You mean Jerome translated or Catholics translated? No, what I'm saying is that when Jerome he translated the Vulgate into Latin. He translated the apocrypha into Latin. He had to take some from Hebrew and he had to take some from Greek. Да, когда Иероним переводил Вульгату, он апокрифические книги некоторые взял с иврита, а большинство взял, понятно, с греческих оригиналов. But I never heard that question before. It's interesting. Я никогда не слышал тот вопрос, который вы задали, да? Put a plus by his name. Да, плюс около его имени. Okay, look at page 49. One more question from Nadia, I'm sorry. Yeah. Меня интересует, что такое мазорецкий текст, чтобы понимать, можно ли ему доверять. So, could you explain more about Masoretic text and to produce, so in order for us to understand, could we trust it? Okay, the Masoretic text, like you said, was a text assembled put together by a group of Hebrew scholars called the Masoretes. Масоретский текст, как было сказано, это еврейский текст Ветхого Завета, собранный еврейскими исследователями, которые назывались Масоретом. Over a period of about 500 years. Этот масоретский текст развивался на протяжении примерно 500 lет. Начали где-то в 500 году нашей эры. The oldest copy, the big copy we have, is about AD 900. И самая древняя копия Ветхого Завета масоретская, это где-то 900 год. Если хотите больше деталей знать, купите мою книгу. Yeah. Here's the thing. И вот что важно. 500 AD is 1,000 years removed from when it was finished, the Hebrew text. Basically. Да, то есть между тем, когда еврейский текст был закончен, like finished. Like the old Malachi when it was finished. 500. It's 1,000 years. Basically, a round number. Да, то есть от окончания Ветхого Завета написания, то есть книги Малахии, до начала работы над масоретскими текстами прошло 1000 лет. It actually is more than 1,000 years. Ну, больше 1000 на самом деле. Now, the question is it reliable? Because that's 1,000 years. Возникает вопрос, насколько эти тексты надежны? Well, we know a lot about Hebrew copying practices, and so we know that they were very careful, so we assumed that it was pretty reliable. Но мы знаем о тех принципах, которыми пользовались и еврейские переписчики, о практиках их работы, и мы знаем, что эта технология переписи была очень надежной. But when the Dead Sea Scrolls were found, но когда обнаружили свитки Мертвого моря, the most important manuscript of all the Dead Sea Scrolls was one of the Isaiah scrolls. There's 2 Isaiah scrolls, one of them is complete and the best one. Да, то самым важным из свитков Мертвого моря был свиток Исаии. Там 2 свитка Исаии, один из них полная книга Исаии. And it dates 1,000 years earlier than the oldest Hebrew manuscript known. 1,000 years earlier. Этот свиток Мертвого моря, он на 1000 лет
старше, чем самый древний известный нам свиток Масорецкий. Keep in mind, every Masoretic Hebrew text is a manuscript because they were finished 500 years before printing. То есть помните, да, все масорецкие тексты это рукописи, они были все сделаны еще за 500 лет до появления печатного станка. So what happened was people were anxious to know how close is Isaiah in the Masoretic text to this one that's 1,000 years earlier. И, конечно же, всем людям было очень интересно знать, насколько близок, допустим, текст Исаии в свитках Мертвого моря к масорецким текстам, которые у нас уже были, между которыми 1000 лет. The Dead Sea Scrolls were kept very secret for a long time until they finished translating them. И свитки Мертвого моря держали в тайне долгое время, пока они не закончили их переводить. And at a big meeting, the Society of Biblical Literature and all these big thousands of people were there when they were going to unveil the details of all this. И вот случилась потом большая встреча, большая конференция, на которой собрались там тысячи библеистов, и где были открыты детали. And they said, now we're going to compare the Isaiah scroll with the Masoretic text. That's what everybody wanted to hear. И вот гвоздем, скажем так, собрания было вот сейчас мы сравним свиток Исаии в масорецких текстах с текстом в свитках Мертвого моря. The liberals are all out there hoping that it's only 80% the same. Да, 80-90 is the high. Да, либералы надеялись, что там будет на 80-90% схождения, да? And the conservatives were praying that it would be 90 to 95% the same. Более консервативные молились, что там будет на 90-95% схождения. So when they actually gave the statistics, Но когда представили they статистику, didn't count changes in spelling that 1,000 years. If it's the same word, the same word. ну, то есть, конечно же, не учитывалась разница в написании слов, ну, потому что 1000 лет все-таки прошло. Everybody was shocked that it was like 99% the same. Но все были в шоке, что сходство на 99%. It was so shocking that none of the conservatives ever dreamed it would be that close. То есть консервативные евангельские исследователи даже и молиться, и надеяться не могли, что будет такое близкое сходство. So that's one of the reasons. That's only one reason, but that's one of the reasons that there's a lot of people who believe the Masoretic text is the most reliable text. Да, ну и это вот, одна из причин достаточно значимая, по которой многие люди считают, что масорецкие тексты действительно заслуживают доверия. You'd be shocked how much a lot of Jews. There's been a lot of Jews that memorized the whole Bible, the whole Old Testament in Hebrew. И вы удивитесь, как много евреев на самом деле запоминали всю Библию, весь Ветхий Завет на иврите. I read about one Hebrew scholar. You can find these on the internet. И я даже In one of our Old Testament survey books, they talk about Hebrew scholar in modern days, only 50 years ago. He not only could quote the whole Old Testament, he could quote the whole Old Testament exhaustive concordance with every Hebrew word, until every reference of every Hebrew word. Да, ну я даже читал, это буквально там 50 лет назад, я читал один обзор Ветхого Завета, и там говорили о еврейском исследователе, который не только мог Ветхий Завет весь процитировать по памяти на иврите, но и всю еврейскую симфонию. То есть вы ему говорите слово какое-то, он говорит, вот оно встречается там-то, 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 столько-то раз. That'd be like taking a concordance to this stick and quoting it. То есть вот такую вот симфонию в состоянии был, по сути, вот по памяти цитировать. Sorry, Debbie. Еврейский язык. Sorry, Debbie. 49. It's his name. 49. Да, 49. I don't know. Like I don't know. Like one Hebrew scholar named Lazowski, for example, he made a complete handwritten concordance of the Hebrew. It was like the authority for a generation, a couple generations. Handwritten, the whole concordance of the Old Testament. It was like the authority for years and years and years. Да, один из еврейских ученых сделал рукописную симфонию еврейской Библии, которая в течение поколений была авторитетом для многих. His name was Lazowski, I remember that. Лазальский, его фамилия, почти Лазинский. Okay. Page 49. Страница 49. This is New Testament historical chart. Так, историческая схема Нового Завета. Now in this book I have about 85 charts. В этой книге 85 таблиц разных. 75 to 80 of them are original charts. И 75-80% из них это они мои авторские. And this is one of the original charts. И это вот одна из таковых. This one I call a one-page summary of the whole book. Это, по сути, в одной странице изложение всей книги. This is one that the guy stole from me. Это та таблица, которую, помните, я рассказывал, что один товарищ у меня
с коммунизмом, да. Notice it says New Testament historical chart. Да, обратите внимание, говорится, историческая схема Нового Завета. Now, the first box at the top says original manuscripts 45 to 95. Первый квадратик, первый прямоугольник, это оригинальные рукописи 45-95 годы нашей эры. Okay? And we'll go through it quickly, and then we'll come back after lunch and cover the details. И мы очень быстро сейчас пройдем, а потом после обеда вернемся и продолжим. The second box is copies and mistakes, AD 50 to 200. Второе это копии и ошибки с 50 по 200 годы нашей эры. Notice it's copies of both original and copies of copies. Помните, посмотрите, да, то есть это копии как с оригиналов, но также и копии копий. Now we have a number of ancient manuscripts of the New Testament that date to about AD 200. И у нас есть уже определенное количество рукописей, которые датируются примерно 200 годом. And most of the big copying mistakes И большая часть таких значимых can be ошибок dated to about AD 200. переписи, они как раз таки могут быть датированы где-то вот до 200 года. Now, we can see when the mistake came into. То есть мы можем увидеть, когда эта ошибка начала проявляться. Not everyone, but most. Не все, но многие, большинство. The next box is textual families, Следующее это семейство текстов. 200 to 400. Это 200 и 400 год. By 400, there were 4 text types: the Alexandrian, Byzantine, Caesarean, К Western. 400 году оформились 4 вот этих типа текстов: Александрийский, Византийский, Кесарийский, Западный. This didn't happen overnight. It was gradual development. То есть все это не получилось за один вечер. Это было постепенное, постепенное развитие. Now, the first of the big boxes, И следующий большой прямоугольник. actually yours is not quite the same, but big, the next one is manuscript production and loss. Создание и утрата 1500. рукописей с 200 по 1500 годы до нашей эры. Okay? This one, it says before 1500, tens of thousands. We don't know how many were made. И мы не знаем, как много рукописей было сделано, но я вот указал, десятки тысяч рукописей Нового Завета было произведено до 1500 года нашей Now, эры. this is what we call the manuscript period, from the beginning to about 1500. И вот именно этот период, да, вот с начала и до 1500 года мы называем периодом рукописей, периодом манускриптов. Okay? Several efforts were made to destroy them, Было предпринято несколько попыток их уничтожить. and many extant manuscripts ended up in monasteries, where they waited the Renaissance and the modern age. Где и большое количество манускриптов разбросало по монастырям, где они дожидались возрождения и современного века. And the Byzantine text greatly dominated. И в основном преобладал византийский текст. The next box is manuscript rediscovery. Следующий этот прямоугольник это новое открытие рукописи. In the last 500 years, Открытие заново. За последние 500 лет. these are round numbers, 1500 to 2018. То есть, исправьте там, с 1500 по 2018 год нашей эры. Go ahead and put 19, so we'll read it. Можно 2019, если такие актуально. They're still working. Все равно будет правильно. Okay? Some 6,000 manuscripts were discovered, studied, and cataloged. Было обнаружено около 6000 рукописей, они были изучены и занесены в каталог. Now, not every word of every manuscript has still been done, but they've done so much that they have a good idea. То есть не то, чтобы каждое слово каждой рукописи было исследовано, но исследовали уже достаточно много, чтобы получить общее представление. The Alexandrian and Byzantine were prominent. И самыми выдающимися семействами текстов были Александрийские и And the Византийские. characteristics and results are these three boxes on each side at the И bottom. характерные черты этих двух семей текстов, они отличаются. И это два разветвления дальше идет. So you can see that the Alexandrian says the minority number, И об Александрийских, видите, сказано, что их небольшое количество. and it says what, 2%? Does it say? Yeah. In reality, it's not even 1%, but 2 is just because we don't know everyone. В реальности, может, даже 1%, но мы просто, может, всего не знаем. The majority is approximately 90. Да, тексты большинства примерно 90% всех. Now you might be saying, well, where's the other 10% go? И вы задаете вопросом, а куда еще девались там 8-10%? What do you think? Как вы думаете? Там еще Кесарийский, Западный. Caesarean, Western? Huh? No? Нет, не не нашли? Unfounded. Not founded. No. Most of them they're too short to classify. Все остальные просто слишком короткие, чтобы их как-то классифицировать. No, if you say it's in one text family, you have to have long enough to look at several variations. То есть, если вы хотите приписать тот или иной текст какой-то семье, то вам нужно иметь достаточно объема, чтобы вы увидели там характерные вариации.
The Alexandrian text has some shorter, the Byzantine has some longer. Итак, в shorter readings and longer readings. I'm sorry. Like for example, Romans 8:1. Да, то есть It's a lot shorter in the Alexandrian text. в александрийских текстах более краткие прочтения, в византийских текстах более длинные прочтения. So longer in Byzantine, yes? Yes. Да, то есть, например, Римлянам 8:1. Более краткое прочтение в Александрийском тексте, более длинное прочтение в византийском. Now all this is a little bit more complicated, but for first year, this is pretty good. I'm sorry. В Что значит Александрийском, более кратко и более... То есть в стихе больше слов? в Александрийском нет никакого осуждения о Христе Иисусе, а там живущих не по плоти, но по духу еще добавлено. Да, то есть характерно византийские прочтения более длинные. Okay? The Alexandrian some older, the Byzantine some later. То есть, да, то есть мы говорим краткие, более длинные варианты текстов. Далее, Александрийские более старые рукописи, византийские более поздние рукописи. The Alexandrian less consistent, but Byzantine more consistent. Александрийские менее последовательные, то есть больше расхождений между ними, византийские более последовательные. So the biggest value of the Alexandrian text is age, because it's very old. Поэтому самая большая ценность александрийских текстов – это их возраст, то есть они более древние. Самая большая проблема александрийских текстов – это их непоследовательность. Например, Aleph and B. Например, такие вот These are the two leading Alexandrian texts. Два основополагающих александрийских текста Алеф и Бета, да, Синайский кодекс и Ватиканский кодекс. They disagree with each other Они 3,000 times just in the Gospels. расходятся друг с другом 3000 раз, это только в Евангелии. 3,000. 3000 Which means раз. that they cannot be the high quality that people think they are. It's И impossible. это само по себе указывает на то, что они не могут быть настолько супер-пупер высококачественными, как люди думают. Most people agree today that this, the Aleph, which is also, B, which is also called Vaticanus. Большинство людей также согласятся, что вот Бета, то есть Ватиканский кодекс, Most people agree that this one is the least quality of the two. Что вот из двух Алеф и Бета, Aleph, Sinai. Vaticanus, B. So Vaticanus is less quality. Yes, because it's actually the Vaticanus manuscript can also be. It could be classified as majority text. Да. Ну, то есть большинство людей согласятся, что из двух таких основополагающих текстов It has Алеф и Бета, so many various readings. Синайский и Ватиканский, да, то есть Ватиканский менее качественный. И некоторые даже считают, что Ватиканский разумнее причислить к тексту большинства, потому что очень много разночтений между ним и Алеф. Здесь кодекс. Потому что... Кодекс. Что это значит? Кодекс, об этом будет дальше сказано, но это то, как эти книги оформлялись, как книжные, наши типичные привычные подходы. Вот. Но это технический термин, как называют эти манускрипты, да? Синайский кодекс. So today it's almost to the point where manuscript B, Vaticanus, and P75, papyrus number 75, that's basically together is almost a definition of the Alexandrian text. То есть в наше время, по сути, определением Александрийского текста стало то, что написано в Ватиканском кодексе и в папирусе 75. То есть вот эти два текста, они формируют то, что мы называем Александрийским текстом. Okay, now the Byzantine text, which has 20 times more manuscripts, should have 40 times more variations, but it has many less variations, very consistent within itself, all these 5,000 manuscripts. It's 20 times more. It should be 20 times more worse as far as consistency, because it has 20 times more manuscripts. И смотрите, какая ситуация. Византийских текстов больше, порядка там в 20 раз больше, чем александрийских. И мы, наверное, должны думать, что и различий будет там в 400 раз больше. Но по факту византийские тексты куда более последовательны, то есть они похожи друг на друга, несмотря на большой их объем. Понятна мысль? То есть разночтений между византийскими текстами, хотя их намного больше, по факту куда меньше, чем между александрийскими.
Okay, the second to the last two boxes, the printed Greek New Testaments that came from those. Следующие, значит, вторые с конца два квадратика, это печатные греческие Новые Заветы. Печатные. And unfortunately, we don't have it for any other language, but the bottom two are the leading English Bibles that came from those. И ниже еще идут, ну, к сожалению, извините, что нету на других языках, но ниже идут ведущие английские Новые Заветы, ведущие английские Библии, которые произошли от этих греческих текстов. Андрей, вот это, ну, вторая снизу, это печатная, да? Печатные, да, печатные греческие Новые Заветы. Yeah, think of this. Подумайте. Why do translations of the New Testament differ today? Почему современные переводы Библии отличаются друг от друга? I can think immediately of 5 reasons. Я могу сразу вам выдать 5 причин. But there are 2 main reasons. Но есть из них 2 ключевые. I want you to think about that during lunch hour, and we're going to ask again after the lunch hour. И я хочу, чтобы вы подумали об этом вопросе во время обеда, и после обеда я вас It's переспрошу. lunch hour, right? Yeah. Почему переводы, современные переводы Библии отличаются, вообще, почему переводы Библии, да, отличаются друг от друга? Oh, yeah, they have nothing from the New Testament. Там нет ничего Нового Завета, там только Ветхий Завет. Most of them were written, or even in the thing before the New Testament started. То есть большая часть из них была написана и уже была сохранена там в этих пещерах еще до I начала think Нового they Завета. quote every single Old Testament book except one. Там вроде бы все есть ветхозаветные книги, кроме одной.